Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. По прошествии 14 лет с начала конфликта, породившего самый глубокий раскол в воровском мире, его признанный лидер, 68-летний вор в законе Захарий Калашов, более известный в криминальных кругах как Шакра Молодой, вышел с инициативой раз и навсегда положить конец распрям. В своем судьбоносном, как называет его сам Шакра, обращении самый авторитетный российский сиделец обозвал сегодняшнюю ситуацию, в которой оказался воровской мир, коллапсом, то есть состоянием, приближенным к смерти. Особой миссией, которая лежит на нынешнем поколении воров, Шакра ни много ни мало считает спасение и продолжение воровского мира. Для этого главпахан призвал униженных забыть об оскорблениях, не спрашивая с тех, кто их нанес, и разойтись миром. Вторым важнейшим пунктом его послания, плавно вытекающим из первого и обозначенным в нехарактерном для воровских маляв постскриптуме, является пересмотр всех воров, принятых в семью в одностороннем порядке после раскола, которых Шакра называет навязанными. Таким образом, в число навязанных попадают Сергей Асатрян, Камчи, Сухач, Гия Свердловский и добрая треть всех ныне здравствующих, включая нескольких родственников Шакра. Напомним, пресловутый конфликт начался с того, что Аниани и Джангвиладзе избили Кватию, приближенного Шушанашвили. Потом случилась драка Галея с Пичугой. Шакра тогда по своему обыкновению сидел в тюрьме, а на вале всем заправлял ныне покойный дед Хасан. С подачи последнего окружавшая его масса воров, включая свадебного генерала Япончика, вынесла в отношении Аниани и Джангвиладзе несвойственное для воров заочное решение, которое впоследствии стоило Япончику и Хасану жизней. Соответственно, возвращение воровского титула Маха, которого подозревают в организации убийства Япончика, говорит о том, что свою пулю Япончик поймал заслуженно. В своем крике души Шакра также признал поспешность заочных решений. Согласно древней формуле «разделяй и властвуй», конфликт является неотъемлемым инструментом управления. Дед Хасан, как любой властелин, это прекрасно знал и, как мог, подогревал страсти. То, что было хорошо для Хасана, было на руку и Шакра, пока он был на свободе. Но попав за решетку, Шакра, при всем своем колоссальном авторитете, стал утрачивать влияние, и конфликт перестал быть в его интересах. В приоритете оказался мир. Изначально равноправные воры отличаются друг от друга размером своих амбиций. Для тех, у кого они зашкаливают, самой вожделенной является слава миротворца. Недаром Шакра так всполошился, когда Гули примирил свой клан с Джангвиладзе. К слову, то была первая и единственная успешная миротворческая инициатива, которая до сих пор скрепляет гулиевцев и мирабовских приятельскими узами. Как бы там ни было, роль спасителя воровского Шакра уже не отдаст никому. Очевидно, что главным выгодоприобретателем предложенного Шакра общего расхода станет Тариэл Аниани, сакральная жертва рокового заочного решения, все еще имеющего силу. Не решив свой вопрос по-воровски, Тариэл не может собирать сходки. Даже если бы за него сходку собрал кто-то другой, пока есть конфликт, противная сторона на нее не придет. Резать, доказывая свою правоту, всех, кто его объявлял, включая Костю Шрама, Сливу, Забаву, Васкреса, Вову Питерского и других, Тариэлу не с руки. Как ни крути, без перемирия не обойтись. Насколько известно, пока Аниани отбывал срок, их тандем с Джангвиладзе распался. Освободившись в октябре прошлого года, Тариэл не позвал Мираба на бракосочетание дочки и до сих пор не встретился. Зато заключил альянс с Шакра, который в его отсутствие дает Аниани все шансы на позицию главного российского вора.